Друзья, приветствую вас на очередном уроке. Сейчас я вам покажу и расскажу, как я делаю построение рисунка головы в профиль. Сначала, когда мы определились на листе бумаги, где у нас будет находиться голова приблизительно, нам нужно набросать какую-то такую непонятную форму. На что она похожа? Может быть, на мотоциклетный шлем или еще на что-нибудь, кто как себе представляет. Нужно отключиться в этот момент от деталей и увидеть целое. Далее у нас будет процесс такой измерительный. Рисунок у нас будет очень точный, потому что мы рисуем портреты в реалистичном стиле. Сейчас я просто набрасываю. Это еще не точно. Это просто форма, пределы, в которых я хочу поместиться. Это нужно для того, чтобы мне определиться с точкой опоры. Это будет глаз. Это будет единица измерения наша. Для того, чтобы понять, какого размера мне нарисовать глаз и с помощью этой единицы измерения потом проводить другие измерения и рисовать все остальные объекты, нос, губы, уши, волосы, мне нужно определиться, какой примерно будет у нас размер глаза. Для этого я сделал такой набросок. Он временный, он потом весь сотрется и будет все совершенно по-другому. Где-то кое-что, может быть, будет совпадать. Здесь обратите внимание, это ось, которая потом нам очень сильно пригодится. Скажем так, это наш такой основной ориентир. Здесь за кадром, к сожалению, не видно было. Но я имел в виду, что нужно рисовать параллельно листу бумаги, чтобы линия была вертикальной. Так, кстати, я как смог разместил фотографию так, чтобы поместился и наш рисунок, который я рисую, и фотографии, чтобы на ней показывать, демонстрировать. Так что не обессудьте, лучше не получается никак. Так это ось, от которой будет потом очень много производиться измерений, и от нее будем очень часто отталкиваться. Поэтому ее нужно нарисовать максимально точно, максимально ровно. Здесь на видео кажется, что оно немножко под наклоном, точнее не кажется, а на видео это так и есть, но так как камера стоит сбоку, у меня на самом деле, когда я рисовал, было все ровненько. Вот сейчас мне нужно найти местоположение, где я буду рисовать приблизительно глаз. Видите, относительно наброска это чуть выше центра головы, вверх нашего глазика. Собственно, здесь приблизительно я и буду рисовать этот глаз. Что я сейчас делаю? На данном этапе мне нужно найти границы, в которых будет находиться наш глаз. Сейчас нужно постараться. Вообще стараться нужно на всех этапах, конечно. Но на данном этапе нужно постараться как следует. Я повторюсь, от него мы будем отталкиваться.
Если сейчас мы напутаем с размерами глаза, то это может повлиять на всю нашу голову, построение всей головы, так как размер глаза это у нас будет эталон, от которого мы будем отталкиваться. Соответственно, голова может даже вылезти у нас за пределы нашего листа. Вот у нас уже есть две опорные точки. Теперь нам нужно просто нарисовать верхнее веко, нижнее веко, реснички. Главное здесь соблюдать параллельность, как это выглядит на фотографии. А какие-то углы, которые нужно закруглить, их потом дорисовать. То есть, по сути, у нас сейчас появилось четкое представление, где будет находиться глаз. У нас есть точные его координаты. Внутри этих координат мы будем сейчас заниматься тщательной прорисовочкой. Относительно, конечно, тщательной. Тщательная прорисовка — это уже когда будем раскрашивать. А сейчас мы просто рисуем, отвлекаемся от всего остального, видим только наш глаз, делаем это как следует, не спешим. Рисуем и постоянно сравниваем с фотографией. Перепроверяем себя каждые 15 секунд. Вот видите, здесь я просто определил расстояние буквально на глаз. Это было несложно. От ресницы до верхнего века, от ресницы до нижнего века. Верхнее веко у нас немножечко с полукругом заходит от верха вниз. Срисовываем все как есть. Когда у нас объект маленький, его видно хорошо издалека. Смотрим, насколько все линии у нас параллельны, как на фотографии. Ну вот, более-менее наш глаз закончен. Следующий объект, который мы будем рисовать, это нос. Сейчас я вам покажу, как проводить все эти измерения, как не сделать нос длиннее или короче, чем нам нужно. Сейчас все увидите. Видите, я ставлю такие черточки, которые потом, конечно, сотру. Это для того, чтобы все измерения, а их будет много, я производил всегда одинаково. Никогда не ошибался. Ну вот теперь смотрите, нам нужно найти расстояние от нашей оси до кончика носа. И это расстояние оказалось равное нашему глазику. То есть вот где я ставил черточки, так оно точно и совпало. Видите, как просто. Вот один габарит мы нашли. Теперь нам нужно найти низ носа.
самый низ. Отмерим его от низа нашего глаза. Очень просто. Сначала нужно померить на фотографии. Нужно только определиться с точками, откуда будете мерить. Я меряю от самого низа носа до низа глаза. И потом ищем на фотографии, где у нас есть такое расстояние. Видите, оно у нас чуть больше, чем я показывал. Прибавляем еще приблизительно. Получилось расстояние вот до нашей осевой линии и еще примерно половина нашего эталонного глазика. То есть я сразу поставил метку половины глазика и потом замерил от самого низа. Такой способ практически гарантированно при внимательном подходе позволяет очень точно передать пропорцию. Очень точно. Это работает не только на портретах, но и на любых других предметах рисования, картин, копий, натюрморт, все что угодно можно передать. Здесь относительно нашего глаза я нашел точку, где наш нос пересекается с нашей осевой линией. Теперь осталось просто сделать параллельную линию, как на фотографии, внизу, у основания носа, а углы потом закруглить. Я сначала закругляю углы. Линию я слегка наметил. И осталось только спинку носа нарисовать, но с учетом того, что кончик носа у нас немножечко выпирает. Вот обратите внимание, кончик носа немножечко выпирает за эту линию, поэтому линию мы проводим с учетом того, что будет еще кончик носа. Но он не должен выходить за наши габариты, которые мы обозначили. Можете не сомневаться, все будет очень точно. Итак, набросали носик. Нужно теперь все проверить, все ли у нас правильно, так как каждый вновь нарисованный объект на нашем лице, на нашей голове в дальнейшем может служить какой-то отправной точкой, какой-то единицей измерения. Поэтому надо все перепроверять. Попутно, если у нас попадаются какие-то вещи, которые можно нарисовать сразу, лучше, конечно, их нарисовать, если это не требует никаких там дополнительных сложностей и переноса на другой этап. Так, сейчас нам нужно нарисовать губы. Здесь тоже надо воспользоваться измерениями. Вот это расстояние нужно очень точно передать. Посмотрите, где вы сможете найти идентичные размеры. Померите на фотографии расстояние
Ориентир у нас низ носа, низ основания носа. Измерить это расстояние. Всегда есть где-то похожее расстояние, достаточно даже похожего, не очень точного. Но у нас вот оказалось еще одно точное измерение. То есть от нашей осевой линии до края глаза, до той метки, где мы ставили. Вот. Теперь перенесем, точнее не перенесем, а измерим это расстояние у себя на портрете, так как у нас свои размеры, свой масштаб. И дадим точку. Это у нас низ губы. Самая нижняя губа, самый низ. После того, как ставите точку, обязательно проверяйте. Можно 2, можно 3 раза. До тех пор, пока полностью не будете уверены, что точка верна. Посмотрите, расстояние от верхней губы до кончика носа равно зрачку. Это видно невооруженным глазом, так сказать, то есть даже не нужно этого мерить. Ну, если глазомер не позволяет, то можно, конечно, измерить. Но я думаю, здесь это уже будет излишне. А сейчас нужно посмотреть, насколько наши губы от осевой линии выступают вперед. То есть вот это расстояние. Это тоже видно на глаз, но можно, конечно, измерить. Просто для наглядности я покажу. Вот сейчас мы опять находим габариты для следующего объекта. И так каждый объект. Посмотрите, снаружи верх губы мы нашли. Теперь нам нужно найти, где у нас смыкаются губы, верхняя и нижняя. И получилось так, что это расстояние просто поделено на 3. Вот сейчас нам нужно просто нарисовать вот этот зигзаг, который очертит наши губы. Ну, дальше будем заканчивать уже все остальное. Посмотрите, приложите карандаш, где у нас находится уголок рта. Очень точно посмотрите, где это проходит. Держите карандаш вертикально. Ориентируйтесь на край листа. И вот эта линия, за которую не должны выступать наши уголки рта. Ну а как же теперь нам нарисовать верхнюю губу? Она же у нас будет идти волной. Представьте, что она идет не волной, а вот такой вот прямой. Вам эту прямую нужно провести от ориентира, который у нас уже точно есть. Это верх губы, который выступает за осевую линию. И просто сделать параллельную линию. Это и будет уголок нашего рта. Хотя его еще можно измерить отдельно, конечно, карандашом относительно чего-нибудь. Но я, например, здесь решил пойти по этому пути, потому что объект сам по себе маленький и не так уж и сложно определиться с его габаритами. Итак, смотрите, как мы нашли эту волну верхней губы. У нас есть одна точка, от нее мы
приложили карандаш, получилась параллельная линия, такая же, как на фотографии. И в рамках этой параллельной линии мы ее немножечко искривили, получилась полнообразная верхняя губа. А здесь у нас просто прямая, практически прямая линия. То есть нужно просто вот параллельно, как на фотографии. Ну вот, собственно, и все. В границах, которые мы обозначили, рисуем наши губы. Как на фотографии, один в один. Не спешим. Посмотрите, у вас тоже получаются такие формы. Маленькие формочки. Если такие же, как на фотографии, значит все верно. Все очень точно. С верхней губой разобрались. Нижняя оказалась просто прямая. Достаточно было соблюсти параллельность. Ну а здесь уже относительно двух нарисованных наших губ несложно провести вот эту кривую. Поглядывайте почаще на исходник. Далее рисуем подбородок. Вот это расстояние, которое показано на фотографии, точно такое же, как от кончика носа, точнее от основания носа до низа губы, так и от низа губы до нашего низа подбородка. Нам просто нужно сделать метку там и нарисовать четверть окружности в этих пределах, которые у нас, которые мы нашли. И получится у нас подбородок. Далее мы будем рисовать через просто параллельно прямой. Итак, измерим это расстояние. Знаете, очень сложно с камерой проводить все эти измерения. Кое-что не попадает в кадр. Я очень сильно прошу вас прощения. Самое главное, основа, она достаточно ясна и понятна. Нам главное соблюдать принцип, который сейчас вам хочу донести. Итак, видите, я обозначил низ подбородка и нарисовал такую неполную окружность, часть окружности, примерно четверть. Вот буквально набросать эту прямую, и уже у нас начинает вырисовываться лицо человека, появляется узнаваемость. Поправим. Все наши набросочки подчеркнем. И дальше сейчас будем рисовать все остальное. Нужно будет найти линию вот этого пересечения, где у нас, эту точку пересечения, где она у нас находится. Сейчас я покажу, как это сделать. Сначала мы поставим метку, от которой будем отталкиваться. Затем нужно измерить от этой метки расстояние на фотографии, где у нас пересекается линия нашего рисунка с осевой линией, и найти это расстояние на фотографии. Теперь то же самое проделываем у себя.
Собственно, по такому принципу все измерения и будем проводить. Они все очень разнообразно могут выглядеть, но основа и принцип у них один. Здесь мы тоже не должны заступать за определенные границы. И эта граница относительно осевой линии похожая, как граница, за которую не уступали наши губы. Примерно такая же. Все это можно очень-очень точно измерять, но даже, наверное, это будет излишним. Достаточно будет где-то делать какие-то погрешности небольшие, там, в проценте, и все равно у вас будет портрет очень похожий и очень достаточно даже точный. Я решил нарисовать сразу и ноздри. Определил высоту, определил то, что они проходят у нас посередине от осевой линии до кончика носа. Это начало ноздрей. И заканчивается примерно такой же длиной по другую сторону нашей осевой линии. Крылья носа относительно вот этой линии, которая провела от глаза, немножечко не доходят до этой прямой. И мы точно так же, немножко не доходя, нарисуем. Останется только небольшая носогубная складка, которая еще сильнее подчеркнет рельеф, форму нашего лица. Но пока еще в не раскрашенном виде. Еще пока в необъемном состоянии. Ну, я позволю себе нарисовать ее просто на глаз. Я думаю, у всех это получится тоже. Здесь ничего особо сложного нет, просто нужно действовать осторожно. Здесь интересный момент. Сейчас я буду рисовать брови. Точно так же нахожу ее габариты. Видите расстояние? Ну, вы уже все поняли. Теперь просто на определенном расстоянии, которое мы определили, на этом расстоянии мы рисуем вокруг нашего верхнего века похожую кривую, только отдаленную. Ну и соответственно, когда она у нас уже нарисована, нам сразу становится понятно, где у нас будет вторая линия. Друзья, если что-то не понимаете, где нужно нарисовать, где будет находиться какой-то объект, нашли габариты, но все равно не имеете представления, нарисуйте хоть как-нибудь. Если вы нарисуете даже неправильно, вы сразу определите, куда вам левее, правее, выше, ниже. Сразу станет понятно, это будет лучше, чем совсем пустое место. Нужно все проверить. И следующий этап у нас будет ухо и все остальное. Здесь у нас бровь плавно исчезает, поэтому границу я не буду здесь тщательно прорисовывать, это уже будет при раскрашивании. Граница будет размытая. На данном этапе я с вами прощаюсь. Продолжение этого урока следует.
встретимся на следующем занятии.